Козерог– десятый знак зодиакального круга, символизирующий завершение земной триады и начало зрелости. Люди, рожденные под этим знаком с 22 декабря по 19 января, появляются на свет в период зимнего солнцестояния, самого короткого дня и самой длинной ночи. Это не случайность. Козероги приходят в этот мир, чтобы стать носителями света среди тьмы, символом упорства, дисциплины и силы в условиях суровости и ограничения. Символика и астрология. Символ Козерога– это не просто горный козел, карабкающийся по скалам. Это существо с телом козла и хвостом рыбы, соединяющее небо и море, материю и подсознание. Эта двойственность намекает на их умение соединять твердость намерения с интуитивным чутьем, а реализм с внутренней мудростью. С одной стороны, сухая логика, с другой– духовная глубина, часто скрытая даже от них самих. Козерог– это не просто знак зодиака, это сила, которая рождается в тишине. Он не кричит, он не спорит, он делает. Когда другие устали, он продолжает. Когда все бросили, он все еще идет. Его не видно, но именно он держит конструкцию. Он как несущий столб в доме. Без него все развалится. Рождаясь в самое темное время года, Козерог несет свет через поступки, а не слова. Он не играет в жизнь, он строит ее. Это знак, в котором нет случайностей. Он не приходит в этот мир ради шума или быстрых побед. Он приходит, чтобы выстоять, построить и оставить след. В нем земля, структура, время. Все, что держит мир. Эти люди взрослеют раньше других. Они редко жалуются, не суетятся, не теряют лицо. Их путь медленный, но верный. Они умеют ждать, работать, быть опорой. И при этом внутри куда глубже, чем кажутся снаружи. Козероги приходят в мир на стыке годов, в момент, когда солнце начинает прибавлять силы. Это символ нового этапа, зрелости, преодоления. Их жизнь как гора, путь вверх, где каждый шаг с усилием, но зато каждый со смыслом. С самого детства Козерог чувствует, все нужно заслужить. Любовь поступками, уважение временем, результат упорством. Он не ищет легких путей, не верит в случай. Для него успех– это труд, выдержка и личная ответственность. Он живет под влиянием Сатурна, планеты структуры закона кармы. Сатурн не прощает суеты, но щедро награждает тех, кто идет до конца. И Козерог– один из немногих, кто действительно умеет дойти. Без лишних слов, без паники, без претензий. Знаете, что Козерог очень опасный враг, и с ним лучше дружить, чем конфликтовать. Он не злопамятный, но при случае хладнокровно и жестко отомстит без каких-либо угрызений совести. Это знак внутренней стабильности. Там, где другие бросаются из крайности в крайность, он ищет точку опоры. Он не эмоционирует, он оценивает. Не выплескивает, переваривает. Не обещает, делает. В любви Козерог не проявляет себя бурно. Он осторожен, но если открылся, его чувства будут стабильны и крепки. Ему не интересны игры, флирт, пустота. Он ищет того, с кем можно построить. Дом, жизнь, тишину. Он может долго не говорить о чувствах, зато покажет их делами. Это тот, кто встанет пораньше, чтобы приготовить кофе. Кто вспомнит все мелочи. Кто не бросит в трудный момент. Его любовь не как вспышка. Она как корень, который держит дерево. В дружбе Козерог надежен. Он не из тех, кто будет звонить каждый день, но если ты попросишь, он появится. Без пафоса. Просто будет рядом. Он умеет держать границы, уважать чужое пространство и беречь свое. Ему важно, чтобы отношения были настоящими, без лишнего. В профессии Козерог часто оказывается лидером. Не потому, что хочет власти, а потому, что умеет нести ответственность. Он хороший стратег, организатор, управленец. Он может быть жестким, но справедливым. Он не простит халтуру, но и не бросит в беде. Лучше всего он раскрывается там, где важна система. Архитектура, юриспруденция, финансы, наука, госструктуры. Он умеет мыслить категориями десятилетий. Его не интересует сиюминутное, он строит навсегда. Но у этой силы есть и оборотная сторона. Иногда Козерог становится чересчур закрытым, трудоголиком, который не дает себе права на ошибку. Он может подавлять свои эмоции, загонять себя в рамки, бояться спонтанности. Он слишком строг к себе. И вот здесь начинается его настоящая задача.
Кармический Козерог пришел в этот мир не только, чтобы держать форму, но и чтобы обрести внутреннюю свободу. Ему нужно научиться расслабляться, жить не только по долгу, но и по зову сердца. Учиться доверять, пускать в свою жизнь легкость, спонтанность, удовольствие. Он может быть учителем, наставником, носителем традиций, но лишь тогда, когда научится быть не только сильным, но и живым, не только правильным, но и теплым. В прошлых жизнях Козерог часто играл роль власти, закона, ответственности. Душа его помнит, что значит нести бремя, но теперь она должна учиться отпускать, открывать ладони, верить в других, верить в жизнь. Сатурн, как учитель, не даст поблажек. Но если Козерог проходит урок, он получает главное, настоящую зрелость. Ту, что идет не от возраста, а от глубины, от пережитого, от пройденного. Совместимость Козерога особенно гармонична с теми, кто уважает его границы, ценности и темп. С земными знаками, тельцом, девой, он говорит на одном языке. С водными рыбами, скорпионом чувствует теплоту. С огненными и воздушными сложнее. Но Козерог способен меняться, если чувствует смысл. Его тело часто отражает напряжение, которое он накапливает. Уязвимы кости, позвоночник, суставы, кожа. Ему полезны практики, связанные с расслаблением, дыханием, природой. Ему важно чувствовать, а не только выдерживать. Двигаться, а не только стоять. Козерог — это зрелость. Он фундамент. Он не о словах, а о сути. Не о видимости, а о содержании. Это знак, с которым приходит порядок. Сила, надежность и внутренняя тишина, в которой рождаются по-настоящему важные вещи. Козерог — это знак глубины, выдержки и зрелости. Он приходит в мир не для того, чтобы блистать, а чтобы построить. Его путь не быстрый, но точный. Его сила не во вспышках, а в постоянстве. Он фундамент, на котором держится порядок, долг, надежность. Это один из немногих знаков, чья жизнь часто становится примером. Как идти, когда трудно? Как не предавать себя? Как не свернуть, когда все сдались? Козерог не делает лишнего, но все, за что берется, доводит до конца. Он может быть сдержанным, но в нем глубина. Может казаться холодным, но это броня, за которой сердце. Он не просит, не жалуется, не торопится. Просто идет, просто делает, просто остается, когда все уходят. Понять Козерога значит понять, что такое настоящая внутренняя сила. Без масок, без пафоса. Если этот рассказ дал тебе что-то важное, поставь лайк. Подпишись, чтобы не пропустить разборы других знаков, кармических задач и смыслов. И, пожалуйста, поддержите канал финансово. Станьте спонсором канала. Спасибо за просмотр. Генрих Якович Жемчужный, практикующий астролог и эзотерик. Закажите личный гороскоп или астрологический обзор.